Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Сегодня я хочу вам рассказать про государственную медицинскую страховку в Сербии. Как ее делали мы, сколько мы платили и почему я считаю необходимым все-таки ее оформлять. Ну, давайте начнем с того, что где-то примерно полгода назад мы ее оформили. Мы обратились в РФЗО, сказали, что мы переехали жить в Сербию из России, предоставили документы ВНЖ, копии паспортов, загранпаспортов. Делали мы также еще переводы, заверенные здесь, в Сербии, свидетельство о рождении сына и мое. И, по-моему, все. Ну и распечатку из ВНЖ. То есть, когда мы уже получили ВНЖ, мы сделали распечатку, в любой фотокопирке это делается. И эти документы предоставили в РФЗО. И нам сказали, что будет стоить медицинская страховка. На тот момент, это было полгода назад, 4200 или 4300, 4300, кажется. Вот, на каждого члена семьи. Но изначально нас немножко ввели в заблуждение. Нам сказали, что можно сделать нам медицинскую страховку на двоих одну, так как на тот момент мы обучались на курсах изучения сербского языка здесь, в городе Ниш. И можно было сделать для меня страховку, а сына добавить как второго члена семьи. Но сейчас пока не буду забегать вперед, скажу, что в Сербии, в принципе, эта медицинская страховка именно таким образом и работает. То есть ее можно оформлять на семью. Вы оформляете одну страховку, платите за нее тогда 4300, сейчас она уже подорожала немножко, и ею можно пользоваться и мужу, и жене, и детям до 18 лет. Ну, так как у меня мужа нет, а сыну уже старше 18 лет, то есть нам нужно было оформлять две страховки. Но так как нам сказали, что вы можете, так как обучаетесь, оформить все-таки одну на двоих, мы стали собирать документы, предоставили их в РФЗО. Но оказалось, что это не так, это касается только институтов. Просто человек, который непосредственно занимался оформлением государственной медицинской страховки, на тот момент его не было на месте, он был в отпуске. И нам сказали неправильную информацию. Вот. В общем, нам пришлось оформлять две страховки. На сына 4300, тогда мы заплатили, и на меня. Так как мы не работаем, мы, естественно, должны оплачивать, так как мы не платим налоги, то мы должны оплачивать медицинскую страховку из своего кармана. Но если вы устраиваетесь в Сербии работать официально, и за вас платит работодатель налоги, то есть вы, вернее, оплачиваете налоги государству, то за вас тогда работодатель оплачивает эту государственную медицинскую страховку, и вы ее уже не оплачиваете самостоятельно. Получается, конечно, накладно немножко, если вы не работаете официально, но я все-таки считаю, что государственная медицинская страховка нужна в Сербии. Мы пришли к этому, потому что мы походили по поликлиникам, попользовались медициной государственной и были также в негосударственных поликлиниках, центрах медицинских. Из чего я сделала вывод: государственная медицина все-таки лучше и надежнее, нежели негосударственная. Мне так показалось, потому что я увидела, что там работают те же самые врачи, которые были, потом мы их встречали в поликлиниках, в обычных государственных. Но исключение составляет только плюсы, только в том, что нет очередей, приходите вы в красивое здание. В Сербии поликлиника, дом здравия, такая, она не ужасная, конечно, но внутри немножко обшарпанная. Скажем так, терапевтам бывает очередь. Вы можете провести там полчаса, минут 40. Вот. А к специалистам не бывает очередей практически. Вот ни разу мы не попадали к специалистам, чтобы прям сидеть долго очередь. К терапевтам бывает. И то это не всегда, то есть можно и быстро пройти. В платных поликлиниках, конечно же, этого не будет, этих очередей, но и цены там достаточно высоки. И для меня прям неожиданно было, если мы в России ходили к платным врачам, это стоило порядка 2000, около 2000 и максимум 2500, то в Сербии это к терапевту составляет от 4000, это прям минимум, а то и 4-5 тысяч. А к специалистам еще дороже, от 6 до 8 тысяч за один прием.
Поэтому я считаю, что это очень дорого, и заплатив сумму за месяц, государственную медицинскую страховку, вы по факту окупите ее очень быстро, если хотя бы один раз в месяц будете ходить, да даже в виде профилактики, да даже в виде консультации. То есть вы вернете те же деньги, заплатив за страховку медицинскую, за государственную, нежели к платным врачам ходить. Это очень дорого. Качество государственной медицинской страховки нас тоже устроило. Я уже рассказывала про медицину, что было неожиданно, что можно было обратиться сегодня к терапевту, получить направление, например, на рентген шеи я делала, и я сделала этот рентген в этот же день. То есть не надо было записываться на какой-то другой день. Я просто вышла из кабинета терапевта, прошла в кабинет, где делается рентген, и сделала его тут же. И тут же, буквально через 5 минут, я получила на руки результат, диск с записью. И это все бесплатно, ничего дополнительного я не оплачивала. Надо сказать еще, что здесь есть такой момент в Сербии, в государственной медицине, в Доме здравия, например, всегда после приема врача вы оплачиваете какой-то минимальный взнос. Видимо, это в виде благотворительности делается, я точно не знаю, но обычно платится 50 динар, видимо, для поддержания какой-то медицины, вот это именно бесплатно государственной. Но 50 динар – это копейки, поэтому это никогда не жалко отдать их. И насколько я знаю, если прям срочное какое-то обращение было к врачу, то даже не надо их платить, этих 50 динар. Сейчас, вот прошло 3 месяца с начала, как мы оформили эту страховку, через 3 месяца было подорожание, и сейчас мы уже платим 5200, кажется. Я точно не могу сказать, потому что первые 3 месяца вы оформляете медицинскую страховку и оплачиваете вперед. Такие условия у РФЗО. За первые 3 месяца платится вперед вся сумма. А дальше уже оплачивается постпейд. То есть вы попользовались 3 месяца государственной медициной, а потом оплачиваете. То есть не нужно уже платить вперед. Нам было сказано в РФЗО, когда мы оформляли эту медицинскую страховку, о том, что, во-первых, если вы решите, передумаете пользоваться этой страховкой, то вы обязательно должны явиться в РФЗО и написать заявление о том, что вы больше не хотите пользоваться медицинской страховкой. Иначе вам счета будут также продолжать выставлять. И даже если вы уедете из Сербии, например, вернулись в Россию, еще куда-то уехали, то за вами будет числиться долг. И если вы вдруг надумаете приехать еще раз в страну, то у вас могут быть на границе просто проблемы, потому что у вас будут числиться эти долги. Лучше просто написать заявление, это бесплатно, за это не нужно платить, но уведомить госструктуру о том, что вы больше не хотите пользоваться медицинской страховкой, она вам не нужна, и тогда вам не будут больше выставлять счета. Значит, еще нам объяснили так в самом начале, что первые 3 месяца вы можете пользоваться только срочной, то есть хитной помощью. За этот период, за 3 месяца копится какая-то сумма страховая за вас, и только по истечению 3 месяцев вы можете пользоваться уже полностью всей медициной, как любые сербы. Но что это имеется в виду? Хочу сразу объяснить. Хитнопомощь – это не как в нашем понимании, как в России хитнопомощь, это вызов скорой помощи, когда там человеку совсем плохо, и только тогда вы можете вызвать скорую, и якобы только этой медициной вы можете пользоваться. Нет, в Сербии это совсем не означает это. Хитнопомощь – это когда вы заболели простудой, не знаю, чем угодно. Глаз заболел, рука заболела, горло заболело, и вы идете к врачу, вам нужно обратиться к врачу, это и есть хитнопомощь. Вот именно это я имею в виду, касается страховки. То есть вы имеете право обратиться к врачу по этой страховке первые 3 месяца, если вы приболели. То есть это вовсе не означает, что если вам прям совсем плохо вызвать скорую помощь, то есть только такой медициной вы пользуетесь. Нет. Более того, я могу сказать, что пока мы еще не оформили государственную медицинскую страховку до этого момента, мы также приходили в поликлинику, и нас также принимал врач. И даже не взял за это денег. Когда мы спросили, мы что-то должны оплатить, нам сказали, что нет. И с улыбкой сказали, что Сербия щедрая страна. Нас приняли, нам назначили лечение.
В общем, никто не отказал, даже без государственной медицинской страховки. Также здесь существует на самом деле хитная помощь, то есть это именно вот центр скорой помощи. Если вы туда придете, то вас тоже, даже без страховки, никто не отфутболит, не отправит никуда, вам окажут обязательно медицинскую помощь. То есть в случае, даже если вы не сделаете медицинскую страховку, вы все равно сможете получить медицинское обслуживание. Но, конечно же, мы подумали, что не стоит этим усугублять, и если мы остаемся здесь жить, получаем ВНЖ, то нужно делать все по-правильному. Нужно получить эту медицинскую страховку и спокойно ходить к врачу, если это необходимо. Также, чем мне нравится именно медицина государственная в Сербии, тем, что вы при приеме, когда вам врач назначает какие-либо лекарства для лечения, здесь работает такая система, есть врач вносит в систему вашу в компьютере о том, что он вам назначил. Вы приходите в любую аптеку, и аптекарь видит, что вам назначил врач. И все эти лекарства, которые назначил вам врач через поликлинику, вы покупаете со скидкой. Иногда скидки бывают очень большие, до 70%. И до 50%. То есть это зависит от категории лекарств. Я не знаю, как они там подразделяются, но скидки очень большие. Вот. Естественно, в платных поликлиниках этого нет. Ну, для меня даже не это было самым важным моментом, почему мне не понравилось в платной поликлинике. Потому что, во-первых, очень завышенные цены на прием к врачу. Во-вторых, там работают те же самые врачи, что и работают в бесплатных поликлиниках. То есть, видимо, они там подрабатывают как-то. В общем, несмотря на то, что все-таки сумма кусается, вот сейчас 5300, на двоих там это выходит почти 11 тысяч, я считаю, что государственную медицинскую страховку делать необходимо, чтобы чувствовать себя в стране спокойно, что ты всегда сможешь получить помощь, если она необходима, вот, и жить спокойно. Мне задали такой вопрос, можно ли, например, оформить на 1 месяц, потом не пользоваться месяц, когда вот ты не болеешь и не пользуешься. Вот. А через месяц, например, снова воспользоваться медицинской страховкой. К сожалению, здесь это так не получится, потому что вы заключаете договор в РФЗО, и, по-моему, он даже бессрочный. То есть он действует до того момента, пока вы не придете и не напишете заявление о том, что вы отказываетесь от этого договора. Больше не нуждаетесь в медицинской страховке. Поэтому так делать нельзя. Пока вы не расторгли этот договор, вам будут присылать оплату, что вы должны оплатить. Вот. Поэтому нужно, если вы сделали этот договор, то нужно уже пользоваться медицинской страховкой и посещать, при необходимости посещать врачей. Есть еще один момент, который я узнала совсем недавно по поводу медицинской страховки государственной, что если вы фрилансер, работаете удаленно, вы же тоже также платите налог. И если ваша сумма не составляет, если ваш заработок минимальный, он не составляет там выше, по-моему, 15 тысяч динар, я могу ошибиться сейчас суммой, но что-то около этого в месяц доход с вашей работы фриланс, то вы тогда имеете право на сниженную медицинскую страховку. От суммы 5300 она снижается до 1600. Вот мне кажется, что я в этом месяце именно так и буду оплачивать, потому что мой доход пока невелик, поэтому, скорее всего, что моя медицинская страховка в этом месяце будет 1600. Ну, посмотрим.